Друзья, приветствую и благодарю, что вы на канале Источник. Подпишитесь, чтобы не пропустить интересные, познавательные и увлекательные истории и рассказы. Приятного прослушивания. Семья Ульяновых. Отец. Продолжение. И еще в одной школе побывал Ульянов. Учителя он застал дома за утренним самоваром. Познакомились. Илья Николаевич был приятно удивлен, услышав, что его новый знакомец не в давнем прошлом преподавал словесность. «Простите, вы кончали в университете? Не в Казанском ли?» «Никак нет. Кончал в учебной команде 9-го Драгунского Елизаветградского Ее Величества Королевы Вюртембергского полка, старший унтер-офицер». И драгун залпом, допив чай, выскочил из-за стола, стал во фронт. Подкрутил усы, да как пошел отбивать скороговоркой. Царствующий дом, Божию милостью Его Величества Государь-император Александр II Николаевич, самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочее, и прочее, и прочее. Августейшая супруга его, Ее Величество Государыня императрица Мария Федоровна. Августейший сын их, его императорское высочество, наследник цесаревич Александр Александрович Августейшие. Минуточку, прервал Илья Николаевич. В ушах звенело, хотелось передохнуть. Скажите, значит, это и есть словесность для солдат? Так точно, только еще не вся. Это малый титул. А есть еще полный, тоже могу. Спасибо, не беспокойтесь, сказал Ульянов. Я уже вас понял. Но хочу, чтобы и вы меня поняли. То, что здорово солдату, детям не всегда по зубам. Верно. Драгун развел руками. Как это вы угадали? Верно, пробовал. Словесность детишкам не по зубам. Отправились в классы. Вот уже третья школа. Меланхолически подумал Ульянов. И все та же картина беспризорности и запустения. Жутко становится. Ничего путного от драгуна он, разумеется, не ожидал. И вдруг приятное открытие, наблюдая его в классе. Илья Николаевич разглядел в солдате первейшее свойство, которое требуется от школьного учителя. Драгун любил и понимал детей. «Здравия желаем, господин учитель!» Дружно вскочив, ответили школьники на приветствие драгуна. Дежурный по классу выкрикнул несколько слов рапорта. Илья Николаевич тем временем неприметно устроился на задней парте. Начало урока было необычным, но ему понравилась четкость, организованность. «Вольно!» Выполняя воинскую команду, ребята сели с нарочитым грохотом. «Первый урок– арифметика», – объявил драгун и кинул на учительский стол солдатскую бескозырку, старенькую с лиловым околышем. Видимо, элемент формы этого диковинного русского немецкого полка. В бескозырку насыпал орехов. Упражнение в умственном счете. Начинай. Ученики смело вскинули руки, каждому не терпелось выйти первым к столу. Вызвав ученика, драгун дал задачку на сложение в пределах десятка, потом 2 десятков. Мальчик, запуская руки в бескозырку, выкладывал из орехов слагаемые и объявлял сумму со словами «А дайте мне задачку на 3 десятка». Полез было опять за орехами, но драгун заслонил бескозырку, а мальчугану погрозил пальцем. «Этак ты у меня весь боеприпас утащишь». Ребятишки, сидевшие за партами, рассмеялись, а некоторые из них после этого и ртов не закрывали, как видно, ожидали дальнейшей потехи. Но мальчик у стола уже решал задачку на вычитание. Соображал бойко, и драгун в поощрение разрешил ему из 20 вычесть единицу. Разность из 19 орехов мальчуган сыпал себе за пазуху. «Хватит тебе», — отправил его драгун на место, «а то ишь на 3 десятка позарился». На 29 деловито поправил его мальчик. Счет на орехи наглядный, ошибиться было трудно, а тут еще придуманное драгуном поощрение. На переменке весь класс щелкал орехи.
Дети принялись угощать и гостя. «Да я же не решал с вами задачи», — смеялся Илья Николаевич. «А вы возьмите да решите». «Хорошо, дети, согласен». И после перемены, объявив на всякий случай, что премии не отменяются, предложил орехи рисовать мелом на доске. Ребята охотно подхватили новшество. Сперва выводили на доске Ребята охотно подхватили новшество. Сперва выводили на доске кружки, орехи, потом для упрощения стали заменять их точками. Из точек Илья Николаевич вытянул вертикальные палочки, дав детям понятие о римских цифрах. Но среди ребят нашлись и такие, что сумели написать цифры общепринятые. На первый случай, считал Илья Николаевич, достаточно, возбудил у детей интерес к доске и мелку, а Драгуну подсказал, как действовать дальше, раз от раза усложняя урок. С этим и хотел уехать, но Драгун схватил Илья Николаевича за руки и ни в какую, мол, не выпущу ни за что, пока не досидите все уроки. А у самого от огорчения губы дрожат. Пришлось остаться. После большой перемены вошли в класс, а его и не узнать. Полно посторонних. Школа мужская, а тут появились девочки, даже девушки, выстроились вдоль стен. Драгун ловко подал инспектору свой учительский табурет, пронеся его над головами, и Илья Николаевич сел, с любопытством ожидая, что будет дальше. Драгун вышел на середину комнаты, потеснил от себя собравшихся, расставляя их в ряды, яростно взмахнул рукой и грянул хор. «Звейтесь, соколы, орлами, полно горя горевать». В свободной руке драгуна блеснула кавалерийская труба, и в хор, подкрепляя мелодию, вплелся голос меди. То ли дело под шатрами в поле лагерем стоять. Дирижер подал знак своим мальчишкам. В ответ рефрен заливистым посвистом: в поле лагерем стоять. Лица поющих и детей, и взрослых парней и девушек раскраснелись. Пели самозабвенно, с неожиданными для самих исполнителей вариациями, и это расширяло мелодию, обогащая ее новыми красками. Илья Николаевич слушал хор все большим интересом. Сначала раздражала труба, но ее острый открытый звук нашел свое место. Песня-то солдатская, требует исполнения молний и громов, многословия, лихости. Только сев под воду, Илья Николаевич почувствовал, как он устал от драгуна. Но это была добрая усталость. Покорил его солдат и сердечностью в обращении с детьми, и своим хором. И это уже не только школьный хор под его медного дирижера. Как видно, вся молодежь деревни запела. Очень хотелось Илье Николаевичу сохранить в школе драгуна. Но ведь неуч, какой же это учитель, честно признался инспектору, что обучать грамоте не может. Попробовал, мол, да испугался путаницы, которую нанес в головы ребят. Вот незадача, хоть сам садись за его подготовку. Раздумывая на обратной дороге о предстоящих делах, Илья Николаевич все явственнее ощущал, в деятельности инспектора народных училищ границ установить невозможно. Наутро Ульяна встала рано. День занимался погожий, подсохло. А не прогуляться ли в какое-нибудь близлежащее сельцо, пришлось Ульянову на мысль пешочком. После всех удручающих впечатлений поездки очень ему захотелось солнышка. Да и с крестьянами-то ведь он по существу еще не встречался. В Симбирской губернии не менее 1 миллиона крестьян. Выйдя из рабского состояния, крестьянин, несомненно, потянулся к знаниям, к свету, входит в понятие новой жизни. Вот для кого он здесь. В полях после уборки хлебов голо и пустынно. Но вот пригрело солнце, и торчащая повсюду мелким ежиком стерня затуманилась от пара. У Ильи Николаевича сразу хозяйственная мысль. Химики взялись за дело, сырость и тепло. Живо переработают остатки от снятого урожая в удобрения для следующего. Великий круговорот жизни. Порой он снимал фуражку,
подставляя голову мягкому, струившемуся над землей теплу, благодать. Вдали, на пригорке, среди деревьев, уже терявших листву, показались строения довольно большого поселка. На передний край выступило богатой постройки здание под красной железной крышей. Яркая, как мухомор, крыша, казалось, чванливо главенствовала над россыпью соломенных кровель. Ульянов остановился. Внезапная догадка неприятно поразила его. Неужели удельная? Знакомясь в Нижнем с различной педагогической литературой, Илья Николаевич читал и о школах, которые принадлежали не Министерству просвещения, а ведомству уделов. Уделы – это поместья, составлявшие собственной царской семьи и разбросанные по всей России. Поместья были столь обширны, что для них понадобился не управляющий, а целое ведомство управляющих. Ведомство уделов обзавелось и школами. В них по особой программе готовили для царских угодий обслуживающий персонал. Держали учеников в школе 7 лет. Это называлось пройти курс 7 столов. Но это отнюдь не значило, что крестьянский мальчик, обычно силком загнанный в школу, получал солидное образование. Рутина и зубрежка. Строго изгонялись всякие книги для чтения. Полагалось читать лишь псалтырь, часовник да пособие для усовершенствования в нравственности. Наизусть разучивались нелепые схоластические идеологии. Побои и издевательства. Рассказывалось, к примеру, об учителе, который за повинность ставил мальчика на четвереньки и ездил на нем верхом по классу. Случалось, переламывал ребенку позвоночник. Но цыц, посмей-ка кто-нибудь донести на всевластного учителя. Пройдя 7 столов школы, смышленные мальчики, а иных не брали, превращались в лицемеров или в безответных идиотов. Да, так было. И Ульянов очнулся, как от дурного сна. Великая реформа 19 февраля, подумал он торжествующе, покончила и с этими ужасами. И он уже по-иному, с чувством доброй хозяйственной заботливости, взглянул на здание под яркой железной крышей. Теперь это земская школа под его инспектора опекой. Наконец он в селе. Да, постройка на зависть. Вон даже обшивку пустили по срубу. Этакой красоты в новых земских школах, конечно, не достичь, размышлял Ульянов. Сметы не позволят, но зато обойдемся и без тюремных решеток на окнах. Захотелось Ульянову посмотреть и на внутреннюю планировку школьных помещений, взять и там поучительное. Глядит, а на месте крыльца полусгнившие ступеньки, да и дверь заколочена, как перечеркнута досками крест-накрест. Илья Николаевич собрал крестьян, но говорить ему не дали. Кто-то, таясь за спинами других, истошно выкрикнул: «Это что ж, знаться, обратно поворачиваешь на уделы? Долой не желаем!» И словно по сигналу толпа угрожающе зашумела. Илья Николаевич выступил вперед. «С удельными школами покончено, и, слава богу, безвозвратно!» — крикнул он в ответ. «Это ваше собственное здание, стоит без пользы, а детишек посылаете учиться за несколько верст в соседнее село. Где же здравый смысл?» — выкрикивал он, теряя голос от приступов кашля. «Послушайте меня, я помогу вам открыть школу на месте». Но слова его тонули в реве толпы. «Не желаем, нет на то согласия схода, долой». Так он и ушел ни с чем. А несколько позже, уже в Симбирске, ему доложили, что здание бывшей удельной школы в этом селе по невыясненной причине сгорело. Установилась зима. Илья Николаевич Ульянов, живя в Симбирске, редко появлялся в городе. Забежит домой, чтобы обнять жену и детей, и уже спешит в свою инспекторскую канцелярию. Он не терпел, когда накапливаются бумаги, даст им ход, делает распоряжение делопроизводителю и опять в дорогу. Прежде чем начать объезд губернии,
Он основательно поработал над картой с циркулем и масштабной линейкой в руках. Расчеты сделал строго на санный путь, исключив время осеннего и весеннего бездорожья. Глядит, а зима-то совсем коротенькая, пожалуй, и не управится с объездом. Но, с другой стороны, не растягивая же объезд губернии на 2 зимы, этак и за учебным годом в школах не уследишь. Не знали еще симбирские деятели столь обширных и смелых предприятий. Казалось, им вновь появившийся в городе чиновник замыслил фантастическое на территории губернии полозьями своего воска прочертить новые линии географических широт, новые линии меридианов. А Ульянов и прочерчивал. Перечень школ, которым руководствовался инспектор Ульянов, был заготовлен в Земске. Но Илья Николаевич в жизни своей не встречал более легкомысленного документа. Приходилось то и дело развинчивать дорожную чернильницу и вычеркивать школы названные, но не существующие. Дорога, дорога, бренчит колокольчик, поскрипывает снег под полозьями. Порой, чувствуя, что мороз начинает обжигать то бок, то спину, Ульяна сбрасывал с плеч тулуп и, оставшись в легкой меховушке, выскакивал из воска, бежал рядом, согреваясь. Однажды в деревенском трактире Илья Николаевич согревался чайком. К прилавку подошел какой-то босяк, спросил чарку водки, выпил, крякнул от удовольствия и пошел к выходу, гремя обледеневшими лаптями. «Эх, человече, человече!» — вздохнул трактирщик, когда за посетителем, брякнув колокольчиком, закрылась дверь. Сколько же это он верст на своих двоих вымерял? До уезда 35, да обратно. Да не по одному разу, за своими-то заработанными. А уж жалование это учительское, срамота. За все про все в год 25 рубликов. Только с получки и разговляется на чарочку. Ишь, даже закуски не взял, чтоб не разориться. Прищелкнул языком и до свиданица. Илья Николаевичу стало жарко, но только не от выпитого чая, от стыда за Министерство просвещения, за свою должность инспектора. Расплатившись, он кинулся искать учителя. Женщина у колодца сказала, видала, пошел обедать. Но где именно человек сегодня обедать, ответить затруднилась. Еще того не легче. Оказывается, учитель на харчах у общества. Совершенно так же, как летом пастух. Сегодня его покормят в одной избе, завтра в другой, послезавтра в третьей. Кажется, этим человеком дорожат на селе. С некоторым облегчением подумал Ульянов. Зря бы не кормили. Настиг Илья Николаевич Лапотника в помещении школы, назвал себя, попросил предъявить конспекты уроков, а инспектируемый возьми и сдерзни. Не до конспектов было, на собачьих рысях. За казначеем гонялся, а то и помрешь, не вспомнят. А учительствую, вот по какой методе. Дитяти, лучше бы на конюшне, на кухне, в огороде, чем сидеть за книгой, мучаясь над абстракциями с мокрыми глазами. «Голубчик!» — воскликнул Илья Николаевич, и удивленный, и обрадованный. «Да ведь в этих словах пистолотцы, высшая мудрость нашего живого школьного дела. Вы много его читали?» Учитель улыбнулся, и бородатое его лицо вдруг стало совсем юным, почти мальчишеским. Сказал мечтательно: «Кажется, я уже наизусть знаю его записки о воспитании сына, но, перечитывая, открываю в них новые и новые сокровища. Какой гениальный педагог, какой чуткий воспитатель. А этот дух самопожертвования ради счастья не только сына, а каждого ребенка, всех детей в мире, кто брошен на дороге жизни и погибает от жестокости общества». Молодой человек умолк, лишь улыбался, смотря куда-то вдаль. Он, конечно, продолжал говорить, но теперь уже только мысленно для себя. А Илья Николаевич не торопил юношу с разговором, молча им любовался. Но утро, когда в классе собрались ученики, подтвердилось, что учебный процесс здесь построен с полным знанием дела. Грамоте Лука Лукич обучает, следуя передовой звуковой методе, а не
Буква слагательная, за которую еще цепляются во многих школах. Уроки содержательно интересные. Учитель зорко следит, чтобы никто не оставался без дела, и весь класс дружно трудился с большой для себя пользой. Но это было уже на следующий день утром. А сейчас из-за печки вышел тот же самый Лука Лукич, но уже не лапотником, а в сапогах. На нем была сарпинковая кокосоротка, подпоясанная цветным шнуром с кисточками. Вид уже приличный, но одежда была из самого дешевого материала. Илья Николаевич понял, что она сберегается для выхода в класс к ученикам. Пусти его в повседневную носку, живо расползется. Затопили печку, сели к огоньку. Илья Николаевич помешивал кочергой дрова, и жерло печи гудело, а доброй тяги сияло и золотилось. А Лука Лукич стал читать стихи. Начал он тихо, проникновенным шепотом. «Спасибо, друг, мы встретились случайно, но для меня так много сделал ты, что превзошло все, что хранил я в тайне, в душе, как фантастические мечты». «Чье это?» — поинтересовался Илья Николаевич. Тот повел головой, мол, послушайте дальше, и продолжал. «Я не за то тебя благословляю, мой добрый, честный мой, отважный друг, что если я свободу вновь узнаю, то, может быть, ценой твоих услуг. Услуги вздор, но ты всю слабость веры мне возвратил в успех добра, в людей. И нет, поверь, да и не будет меры любви и благодарности моей». Илья Николаевич, повернувшись к парню, ждал ответа, и тот, вдруг смело взглянув ему в глаза, даже с вызовом и как бы с готовностью вступить в бой, ответил. «Вы спрашиваете, чьи стихи? Это один наш товарищ Нечаевец. Из тюрьмы передал на волю. Кто в тюрьме, а кто бежать успел из Москвы, когда кружок наш студенческий громили, а я вот здесь в тиши приютился. Не прогоните?» Илья Николаевич молча пожал ему руку. Бывало, сидишь в теплой, покойной комнате, тревожно прислушиваясь к яростным воплям зимней метели, уже третьи сутки не выпускавшей мужика из избы, остановивший всякое движение, все работы, и вдруг под самым окном прозвенит колокольчик. Думаешь, кто заехал в такую пору, а сам уже спешишь в прихожую, чтобы встретить гостя. Входная дверь отворяется, и передо мной Ульянов, весь занесенный снегом, с обледеневшими бакенами и посиневшим лицом. Он не в состоянии говорить от холода и только по своему обыкновению добродушно посмеивается. С величайшими усилиями, вылезая из своего нагольного тулупа и наполняя всю прихожую снегом. Начинаются заботы о том, чтобы как можно скорее обогреть и успокоить скитальца, но тот, как ни в чем не бывало, быстро ходит взад и вперед по комнате, расправляя свои окоченевшие члены, а сам уже заводит разговор о школах, о своих наблюдениях, школьных радостях и горестях и продолжает говорить все об одном и том же предмете во время чая, ужина. Вас клонит ко сну, а он все продолжает говорить, и первое слово, с которым встретить вас поутру, это все та же школа. Из воспоминаний симбирского общественного деятеля и литератора Валериана Никаноровича Назарьева. Весна. Неслышно раздевшись в передней, Илья Николаевич подошел на цыпочках к двери, что вела в комнаты. Увидел в щелку жену, детей и с трудом удержался, чтобы не броситься к ним. Пересилило чувство предосторожности, ведь с дороги даже еще не помылся и дал знать о себе только веселым возгласом через дверь. «Ау, ау, грачи прилетели! Нет, нет, Маша, не подпускай меня, гони в чистилище. Я же совсем омервежил за эту сумасшедшую зиму». Квартиру Ульяновы снимали у домовладелицы Прибыловской во дворе во флигеле. В глубине двора стояла баня, в ней приличный сруб с выводом дыма через трубу. Илья Николаевич только теперь, возвратясь из поездки, в полной мере оценил, какое это удовольствие поразмять косточки и хорошо устроенной баньке. Возрождается чувство чистоплотности, одно из самых праздничных человеческих ощущений. А в деревнях бани есть, но в каком же они виде? Случалось Илье Николаевичу
влезать в парильню, как в берлогу, мыться, задыхаясь в дыму. Да что баня! Жилые избы сплошь да рядом топятся по-черному, особенно в чувашских и мордовских селениях. Жилище человека должно быть светлым, радостным, уютным, думалось Ульянову в такие минуты, и хотелось воскликнуть: «О, Россия! Когда же войдешь ты в светлый дом свой?» Хозяйский работник помог натаскать воды из колодца, затопить баню. Вместе и мыться пошли. Потом в блаженной расслабленности Илья Николаевич лежал на полке. Наконец-то он дома, с женой, с детьми. Боже, подумал он, есть ли предел человеческому счастью? Илья Николаевич все еще нежился на банной полке, то задремывая, то лениво постегивая себя веником. Вставать не хотелось, только бы смотреть и смотреть картины его счастья с Машей. А Мария Александровна в это время готовила не только самовар. Она подошла к зеркалу и с большой строгостью принялась исследовать свое лицо. Не выдаст ли усталый взгляд, не слишком ли бледны щеки? Она пережила тяжелую зиму, плакала. Порой вечерами даже читать не хотелось, и к роялю охладела. Притронется к клавише пальцем и со вздохом опустит крышку. Стоит ли слушать, как замирает одинокий звук? А потом ночь без сна. Где-то сейчас Илюша. Он ведь такой непрактичный, не умеет и подумать о себе. И ей мерещилась снежная пустыня, по которой, настигнутый вьюгой, едва пробирается вазок. А спасательного огонька жилья все не видать. Пресвятая Богородица, кто же поможет ему? Нет-нет, так невозможно жить. Все это Мария Александровна словно прочла на своем лице в зеркале. И встревожилась, ничего этого не должен прочесть Илюша, никогда она не скажет ему о том, как замучилась в ожидании. После бани Илья Николаевич благодушествовал, расположившись в кресле, пил чай, лакомился домашними булочками. А, к слову сказать, Маша и чуваши умеют вкусно поесть. Например, товара, пальчики оближешь. Это вот что, на столе горшок, в нем горячее топленое масло. А в масле тут надо погрузить ложку до дна и вытянешь творожный шарик. Мария Александровна заинтересовалась, спросила: «Илюша, ты что-то не досмотрел. В масле творог расползает. Какие тут шарики?» Илья Николаевич словно только и ждал коварного вопроса, победно улыбнулся. А тут хитрость чувашской стрепухи. Шарики не сразу кладут в масло, а высушивают на противень. И с вечера в вольную печь, к утру готовы. «Ну что ж», — сказала Мария Александровна, — «ты научись, а я приготовлю, если тебе так понравилось товара». Очень понравилось. Вообще у меня самые лучшие впечатления от Чувашии. Я не перестаю возмущаться мракобесием иных наших профессоров-этнографов. Илья Николаевич прищурился, что-то припоминая, тронул себя за бороду. «Вот послушай, Маша, за правильность фонотеки понятно, не ручаюсь. Ахал ларитен керек аркинете пулин палава. По-русски это поговорка, значит, чем так стоять, хоть полун накручивая у себя шубы». «Какая прелесть!» — воскликнула Мария Александровна. «Народный юмор, бьющий наповал бездельников. По-моему, — ставил Илья Николаевич, — и некоторых господ профессоров считают поволжские народности неполноценными людьми. Подумать только». Доклад Ульянова о зимней поездке по губернии вызвал в официальных кругах Симбирска конфуз и растерянность. Земцы хвалились. Родением их трудам сеть народных школ к 1869 году доведена до 460 единиц. Приятнейшее это число взял свой годичный отчет губернатор. Его сиятельство, как обычно, красной строкой с особым удовольствием поставил сведения о сословной мощи губернии: 3115 проживающих по преимуществу в родовых имениях потомственных дворян и 2751 чиновник счастливы, как выразился его сиятельство, верноподданнически считать себя
опорою престола. А число 460 вошло в отчет как знак просвещенного направления мыслей дворянства. При этом его сиятельство учел, разумеется, и собственный интерес. По новому положению губернатор обязал состоять членом губернского училищного совета. Его сиятельство и состоял, следовательно, успехи в школьном деле вправе было отнести за счет неусыпного попечения о вверенной ему губернии. Председательствовал в губернском училищном совете архиерей Преосвященный Евгений, владыка, донося по своей церковной линии о положении дел в епархии, тоже использовал выигрышное число 460. Его преосвященство не был завистлив, но дьявол порой шептал ему: «Сочти воинство губернатора и сочти свое». Там помещики и чиновники вкупе составляют 5866, а у тебя в губернии духовенства белого и черного 13198 лиц, то есть вдвое больше. Вдобавок к этому у губернатора греховодники, пьяницы, картежники и прелюбодеи, а у тебя пастыри со крестом в руках и словом Божиим на устах. Заслугу в преуспевании школьного дела архипастырь натурально отнес к себе. 460 школ для народа. Симбирца хвалили, симбирцам завидовали. Деятели училищных советов, как губернского, так и уездных, были поощрены новогодними наградами. Успехи очевидны. Оставалось их подытожить на годичном собрании губернского совета, а это какие-нибудь час-полтора приятного времяпрепровождения, после чего дамы готовили бал. И вдруг является инспектор народных училищ Ульянов, строгий, сухой, затянутый в мундир, и ставит свой доклад, объявив его чрезвычайным. Уже было известно, что вновь назначенный в губернию чиновник наделен крупными полномочиями, а в губернский совет входит действительным членом наряду с губернатором еще двумя господами. Все это так, но слишком уж бесцеремонно. Новоприезжий вторгается в разработанную программу вечера. Встретили Ульянова с холодком. Илья Николаевич не принадлежал к ораторам-громовержцам и неспровергателям. Эффектного жеста не искал, голос не форсировал. Как всегда, так и на этот раз обходился скромными своими голосовыми средствами. А впечатление от речи было потрясающим. Оказалось, что никакой школьной сети в губернии нет, можно говорить лишь о жалких обрывках сети. 460 школ – это плод ленивого воображения некоторых земских деятелей, говорил Ульянов, с грустной улыбкой вредный плод. Такие плоды выбрасывают, они несут на стол. В зале ни звука. Возразить Ульянову не было возможности, он называл факты и цифры, факты и цифры. Инспектор установил, что лишь 19% из 460, то есть только 89 школ, представляют более или менее организованные учебные заведения. В зале сидели сановитые господа. Сперва свою растерянность перед цифрами и фактами они пытались прикрыть ироническими усмешками, но вскоре лица их стали откровенно злыми. Некоторые повели себя вызывающе, стали возмущаться вслух, особенно один толстяк в дворянском мундире. Илья Николаевич обратил взор к председательствующему, но тот не способен был нанести порядок. Погрузив нос в апостольскую бороду, он мирно дремал. Кто-то из публики не выдержал, потребовал, чтобы грубиян замолчал. Услышав фамилию толстяка, Илья Николаевич догадался, что перед ним председатель Симбирского же, только уездного училищного совета. Анекдотовическая фигура, как рассказывал Назарьев, этот господин ежегодно ассигнует на школы в уезде, а их числится 55, 100 рублей. Пишется соответствующий протокол, после чего председатель запирает деньги на ключ. У меня 200% экономия. Похваляется он своей деятельностью. Но Ульянов, будучи в поездке, скрыл еще более скандальные его проделки. Об этом и сказал во всеуслышание.
Мы с вами еще не знакомы, господин уездный председатель, рад случаю. И, кстати, к вам вопрос, как руководитель уездного совета. Вы, разумеется, заглядывали в мостовую Слободу. До села этого рукой подать. Не могли не заглядывать. Школы там нет. Почему же таковая значится в документе, вами подписанном? Недалеко отсюда и село Карлинское, и тамошняя школа только на бумаге. И в Панской Слободе, и в Шиловке. В чем дело? Соблаговолите объяснить собранию. Толстяк молчал, наливаясь кровью, а в зале веселое оживление. Обезоружив наглеца, Илья Николаевич получил, наконец, возможность спокойно продолжать доклад. Заговорил о важности женского образования в России. «Не исключение и деревня», — сказал он. «Грамотная деревенская женщина способна поднять к свету учения всю семью. Кому, как не ей, жене и матери, видны все темные и затаенные от постороннего глаза углы, из коих произрастают невежество, косность и все уродство деревенского бытия. Кто, как не она, извечная труженица-крестьянка, прозрев к свету, еще прежде мужика своего Белинского и Гоголя с базара принесет». И тут же привел плачевные цифры. В деревенской школе на 5 мальчиков только одна девочка. Внезапно оживился толстяк. Он выкарабкался из кресла, встал и, повернувшись к залу, поднял руку, как бы и спрашивая себя полномочия для ответа инспектору. «Человек вы приезжий, живете у нас какие-нибудь полгода, а уже беретесь читать нравоучение, да не школьника, а столбовым дворянам». Толстяк помолчал, подавляя в себе вспышку гнева, и продолжал. «Наш край знал жестокие времена, тому нет и 100 лет, как Волга-матушка выбросила на наши берега чудовище Емельку Пугачева. Кровь, дым и смрад. Вот что осталось от разоренных дворянских гнезд. Я вам, господин Ульянов, готов показать дворянские семьи, где до сих пор в 4-5 поколении не могут избыть скорби по родичам своим, замученным и растерзанным злодеям. Вот что, господин Ульянов, следует раньше всего взять соображение». Илья Николаевич терпеливо выслушал помещика. «Простите, но мы, кажется, говорим о разном». «Ничуть», — возразил толстяк. «Я говорил о женском образовании». «И я о том же», — толстяк побагровел. «У Емельки жена была грамотейкой, образованная разбойница. Устинья звалась Кузнецовая, песнями Емельку ишь веселила. И благодарение Богу и покойной матушке императрице Екатерине, что изловили и эту дрянь. Небось, не до песен. Пищать стала, когда заключили ее намертво в Кексгольскую крепость». Толстяк передохнул и опять. «Вам не нравится, что у нас в школах одна девочка на 5 мальчиков? А мы, симбирцы, считаем, хватит. Поменьше злодеев будет по деревням, да поменьше распутниц». Илья Николаевич опешил. Под дворянским мундиром тучного господина он вдруг увидел обожравшегося дикаря, который замахивается каменным топором на развитие и будущее самой цивилизации. «Бедные девочки», — только и смог вымолвить Ульянов. Помолчав, продолжал. «Но теперь я, кажется, понял, почему исчезли прежде существовавшие школы в Мостовой Слободе, Карлинском, да и в других селах, ведь школы были женскими». Угадал Илья Николаевич, бешеный взгляд дворянина был тому подтверждением. Он заговорил о вдохновляющих переменах в России. «Россия, господа, на пороге обязательного начального обучения. Это обозначает всенародную грамотность. Лучшие люди и гении нашего Отечества всегда мечтали об этом. В правительстве, как вероятно, всем вам известно, этот вопрос всесторонне изучается. Последуют великие решения, а осуществлять их, господа, нам с вами». Сидят помещики, раздумывают по поводу вдохновляющих перемен, а лица кислые. Прения по докладу не развернулись.
давала себя знать близость готовящегося бала. Дамы, устроительницы, все нетерпеливее заглядывали в дверь, строя недовольные гримасы. Залы здесь существуют для танцев, а не для скучных рассуждений мужчин. Поднявшись на трибуну для заключительного слова, Илья Николаевич озадаченно посмотрел на часы. А из зала: господин Ульянов, не торопитесь, хотим вас дослушать. Голос прозвучал не одиноко. В зале воцарилась благожелательная тишина. Кто же в результате доклада, который он провел как честную битву, взял его сторону? Только не архиерей и не члены губернского совета. Да, и уездные деятели огорчили его, но в зале труженики народного образования, учителя, попечители и попечительницы начальных школ, почетные при школах блюстители. Все это люди из местной интеллигенции, даже из уездов приехали на инспекторский доклад. Илья Николаевич кратко изложил программу своей предстоящей деятельности, отвесил залу низкий поклон и под аплодисменты сошел с трибуны. Откуда ни возьмись, Назарьев сквозь толпу пробился к кафедре. «Радуюсь вашей победе, а вдвойне тому, что нашего дундука вы обратили в бегство. Смотрите на архиерея», — быстро закончил Назарьев. Владыка что-то объявлял скорбным голосом. Ульянов прислушался. Оказывается, председатель Симбирского уездного училищного совета сложил в себя председательские полномочия. Вследствие В.Н. Назарьев написал об этих днях такие строки. Произошло нечто неожиданное. Точно вдруг среди суровой, слишком долго затянувшейся зимы настежь распахнулось наглухо запертое окно, и в него полились лучи яркого солнечного дня. Да, это были настоящая весна, это было время всяких неожиданностей и только что не чудес. Да и как же не назвать чудом появление в наших Палестинах таких людей, как Илья Николаевич Ульянов, единственный в то время инспектор народных школ на всю губернию, с первого же шага отдавший всю свою душу возложенные на него обязанности. «Господин Ульянов, ну зачем же так официально?» Губернатор даже руками развел. Торопливо встал с кресла и, обойдя свой обширный письменный стол, мелкими проворными шажками двинулся навстречу инспектору, взял его руку в обеи свои, мягко пожурил. «Я пригласил вас, хотелось запросто побеседовать, а вы в полном параде». Сели в кресло. Вдруг перед другом губернатор улыбается, и Ульянову в ожидании разговора ничего не остается, как улыбаться. Старик вздохнул и выразил сожаление, что не сумел присутствовать на докладе господина инспектора народных училищ. Впрочем, наслышан, в городе только и разговоров. Губернатор откинулся в кресле, и взгляд его вдруг стал сверлящим. «Так сколько вы у нас насчитали школ, господин Ульянов?» Илья Николаевич, будто не замечая недобрых огоньков в глазах хозяина, повторил названную в докладе цифру. Губернатор зло рассмеялся. «Вот удивительно, а наши земцы насчитывают 460. Впрочем, тут он сложил крестом руки на груди. Не спорю, не спорю, вы же настолько мне известно ученый математик». Илья Николаевич не ответил на колкость. Тут старик перенес свой гнев на земцев, его своего начальника губернии, в какое положение поставили перед министром. Губернатор что-то обдумывал, и выражение его лица не сулило приятности. Ульянов заговорил, опережая его. «Господин губернатор, я надеюсь, что наша Симбирская губерния будет иметь 460 школ». Тот пристально посмотрел на собеседника. Быть может, он уже видел, что инспектор, ощутив всемогущество начальника губернии, идет на попятные, зачеркивает свои пакостные 89 и восстанавливает в правах число 460. Но Ульянов закончил фразу так: 460 школ на протяжении ближайших нескольких лет, и продолжал. В самой школьной сети, как она не запущена, бьется пульс жизни. В нищете и неустройстве, а как
беззаветно трудятся иные сельские учителя. В сегодняшнем номере губернских ведомостей я опубликовал нескольких из них благодарность. Вы уже смотрели, ваше сиятельство, газету. Губернатор сидел удрученный, пришлось повторить вопрос, чтобы он очнулся. Позвонил, и ему подали свежий номер губернской газеты. Илья Николаевич помог найти публикацию. Продолжая развивать свои планы, он добился того, что губернатор спросил заинтересованно. «Вы считаете, господин Ульянов, что я могу чем-нибудь помочь делу, о котором вы столь увлеченно печетесь?» «Несомненно». И Ульянов тут же подсказал губернатору ряд полезных для школьного дела мероприятий. Особенно важно, господин губернатор, чтобы интересами народного образования прониклись чины низшей государственной администрации. К примеру, волостной старшина может оказать нам, просвещенцам, неоценимую помощь, разумеется, если захочет. А я ему, такому-сякому, прикажу захотеть. И губернатор в осознании своего могущества движением руки распушил бакенбарды. Волосные старшины. Дорогой господин Ульянов, главная моя опора в гуще мужиков, я бы сказал, мои волосные губернаторы, и смею заверить, что среди этих верных мне служак вы встретите такое же полное понимание, как и у меня, губернатора губернского. Он улыбнулся, как бы приглашая собеседника оценить его сиятельное остроумие. В ответ на приглашение улыбнулся и Ульянов. «Ну а теперь», — внезапно воскликнул губернатор, услуга за услугу. Встретились глазами. Илья Николаевич, настороживаясь, поглубже сел в кресло. Вот оно, ради чего он меня вызвал. Хозяин встал, прошелся, повернул голову и через плечо. «А дамы в претензии на вас. Ожидали, говорят, ожидали, когда, наконец, господин Ульянов кончит доклад, а он и на бал не остался. Я не танцую, ваше сиятельство». Тот с живостью обернулся. «Не верю, не допускаю мысли». Опять сел напротив Ульянова, помолчал, грустно склонил голову. «Мой друг, вы обидели первую в губернии красавицу, нашу пленительную Лизет. Оказывается, на балу танцевала госпожа фон Гольц. Вы с ней знакомы, господин Ульянов. Лизет очарована вашим умом, тактом, ученостью и, скажу по секрету, ищет вашей дружбы. Боже!» Тут губернатор восторжественно закатил глаза, пройтись с Лизет в вихре вальса. А голубая мазурка на рассвете трам-тарара, рам-та-там. Он притопнул ножкой по паркету, и все это, мой друг, предназначалось вам. Бедняжка отказала множеству кавалеров. Илья Николаевич уже догадывался, что губернатор не устоял перед красавицей, сказал что-нибудь вроде: «Машер Лизет, считайте, что вы утверждены учительницей, а с инспектором Ульяновым я формальности улажу». От одной этой мысли все вскипело в нем. Таково приказа, и сам губернатор от него не дождется. Илья Николаевич набрался духу. «Ваше сиятельство», — прервал он сладкозвучную речь, — «вы правы. Я не оказался достойным кавалером, но хочу быть рыцарем в отношении госпожи фон Гольц». Губернатор умолк, с интересом уставился на собеседника. «Что там учительство?» — начал Ульянов, спеша вырвать инициативу. «Возня с крестьянскими ребятишками, трата нервов». Тут Ульянов для выразительности сморщил нос. «Нет, это не для мадам фон Гольц. Большому кораблю, как говорится, большое плавание». «Нуте, нуте!» — оживился хозяин, вместе с креслом придвигаясь к Ульянову. Илья Николаевич напомнил скользь мизерные средства, ассигнуемые на школьные дела и казной, и земством. При упоминании земства губернатор с презрением махнул рукой и сказал, что в этих условиях приходится рассчитывать на отзывчивость общества. Вообразите, ваше сиятельство, подписной лист в руках госпожи фон Гольц. Уверен, богатейшие люди губернии откроют перед нею кошелек. Хозяин был застигнут врасплох. «Вы полагаете, — промямлил он, — кто же у нас уж такие богачи?
Ульянов пошел в лоб. За вами почин. Он взял с губернаторского письменного стола лист бумаги и обмакнул перо. «Сколько?» – буркнул тот, явно сдаваясь. Ульянов проявил деликатность, не определил суммы взноса, только сказал: «Надеюсь, не станете возражать, если я о сделанном вами благородном почине дам публикацию в губернских ведомостях. Это послужило бы убедительным примером для многих. Подписываюсь на всю мою наличность», — объявил губернатор, весьма довольный собой. «Здесь 230 рублей 71 копейка. Извольте, господин Ульянов, принять деньги. Полагаю, что этот лист с вашей подписью и проставленной вами суммой пожертвования следует переслать». Илья Николаевич сделал паузу, предоставляя губернатору догадаться. Тот улыбкой поблагодарил его и позвонил. «Запечатать», — приказал он вбежавшему курьеру и госпоже фон Гольц, «отправить с фельдъегерем собственные руки».